Приветствую вас на канале про кино. Здесь мы говорим только про те проекты, которые достойны вашего внимания. И если ты еще не подписался на наш канал, то время настало. В этом ролике мы поговорим о триллерах. Этот жанр отличает тем, что вызывает у зрителя чувство тревожного ожидания, или, как говорят профессионалы, сапиенса. Также он заставляет зрителя переживать волнение или страх. Триллер может быть мистическим, психологическим, детективным и даже драматическим. Ну а тема вообще не имеет ограничений. Мы приготовили для вас подборку самых интересных фильмов, снятых в этом жанре. И как утверждают некоторые, если рядом с вами никого нет и вам одиноко, посмотрите перед сном хороший триллер, и вам всю ночь будет казаться, что в доме кто-то есть. Так это или нет, можно проверить на деле. Ну а мы поехали! Сюжет этого фильма рассказывает жуткую историю, случившуюся на борту пассажирского самолета с обычной женщиной Кайли Пратт. На борту Боинга во время полета исчезает ее 6-летняя дочь Джулия. Девочка и вещи бесследно пропали в то время, когда женщина уснула. Пассажиры не помнят ребенка, а экипаж утверждает, что Джулии не было на борту лайнера. Все выглядит так, что ребенок – плод ее больного воображения. «Иллюзия полета» – психологический триллер немецкого режиссера Роберта Швенке. Ведущую роль исполнила Джоди Фостер. Ее роли в фильмах «Обвиняемая» и «Молчание ягнят» были отмечены Оскаром в номинации «Лучшая актриса». В фильме также участвуют Питер Саарсгаард, обладатель Кубка Вольпи за исполнение роли в фильме «Память», и Шон Бин, известный нам ролями Боромира в кинотрилогии «Властелин колец» и Эддарда Старка в телесериале HBO «Игра престолов». Фильм имел большой коммерческий успех, собрав в прокате более 220 миллионов долларов при бюджете в 55 миллионов. Рейтинг на IMDb составляет 6,5 балла. События этой истории перенесут нас в 1928 год. Телефонистка Кристин Коллинз живет в пригороде Лос-Анджелеса. Однажды, вернувшись с работы домой, женщина обнаруживает пропажу 9-летнего сына Уолтера. Спустя долгие 5 месяцев после исчезновения мальчика полиция сообщает матери, что ее сын был обнаружен живым после того, как неизвестный мужчина оставил его в придорожном кафе. Однако при встрече Кристин замечает, что мальчик хоть и очень похож, но это не ее сын. «Подмена» – триллер культового режиссера Клинта Иствуда. Фильм основан на подлинной истории, которая произошла в 1920-х годах в Лос-Анджелесе. Главную роль исполнила оскароносная Анджелина Джоли. Также в актерской команде и Джон Малкович, номинант на премию «Оскар» и «Золотой глобус». Фильм «Подмена» – это увлекательная история, украшенная великолепной игрой актеров и прекрасной музыкой. Рейтинг фильма на IMDb составляет 7,7 балла. Этот фильм рассказывает о том, как амнезия может изменить окружающий мир больного человека. Главная героиня, Кристин Лукас, попала в автокатастрофу и теперь страдает потерей памяти. Вот уже 20 лет наша героиня, просыпаясь утром, совершенно ничего не помнит. Лишь благодаря терпеливому и заботливому мужу ей удается хоть как-то вспомнить свою жизнь. По рекомендации доктора Кристин начинает вести свой видеодневник. Благодаря этому она начинает вспоминать не только неприятные события прошлого, но и выявлять настоящую сущность некоторых людей. «Прежде чем я усну» – британский детективный триллер. Режиссером и сценаристом проекта выступил Роуэн Джеффе. Сценарий был написан по мотивам одноименного романа Си Джей Уотсона. В фильме удалось собрать звездную актерскую команду, в которую вошли оскароносные Николь Кидман и Колин Фёрд, а также Марк Стронг и Энн Мари Дафф. Это отличный фильм с неожиданным и интересным сюжетом, дополненный великолепной игрой актеров и не менее великолепным музыкальным оформлением. Солнечная Италия. Две пары, приехавшие сюда отдыхать, заводят знакомства между собой. Но приятный отпуск имеет обыкновение быстро заканчиваться. И приходит день, когда все разъезжаются по домам. Бен и Луиза в дождливый Лондон, а Пэдди и Сиара в богом забытую глушь. Но вскоре Далтоны получают приглашение провести незабываемые выходные у новоиспеченных друзей в Лондоне. Доверчивые американцы отправляются в путешествие, не подозревая, что это гостевание приведет к трагическим последствиям. «Не говори со злом» – психологический триллер, написанный и снятый Джеймсом Уоткинсом. Главные роли исполнили Джеймс МакЭвой, известный по фильмам «Люди Икс» и «Песочный человек», Маккензи Дэвис, которую мы видели в фильмах «Марсианин» и «Терминатор. Темные судьбы», Эшлинг Франчози, прекрасно воплотившая Лианну Старк в телесериале «Игра престолов», и Скут Макнайри, известный благодаря фильмам «Операция Арго» и «Бэтмен против Супермена. На заре справедливости». Остров Джерси, 1947 год. Грейс со своими детьми живет в старинном особняке. В доме установлены жесткие правила. Ее дети боятся дневного света, а значит, все окна должны быть занавешены. В помещении царит полумрак. Но привычный порядок начинает рушиться, когда в доме начинают проявляться присутствие потусторонних жителей.
В этом доме, где шуршат портьеры, скрипят половицы и в запертой комнате играет рояль, поселились неведомые чужие. Они не намерены делить свое жилище с кем-либо. Что происходит и чем закончится это противостояние? Другие – готический психологический триллер, написанный и срежиссированный испанцем Алехандро Аминабером. Титульную роль исполнила великолепная Николь Кидман. Фильм невероятно атмосферный, эмоциональный, местами даже чувственный и имеет очень неожиданную развязку. В нем сочетаются известные саундтреки, сложный сюжет и великолепная актерская игра. Проект также был отмечен кучей престижных премий. В центре сюжета нераскрытое дело об исчезновении 16-летней девушки. Харриет бесследно пропала еще в далеком 1966 году. Дядя пропавшей девушки предлагает матерому журналисту за солидное вознаграждение взяться за расследование исчезновения его племянницы. Однако найти ниточки в деле 40-летней давности не так уж и просто. «Девушка с татуировкой дракона» – детективный триллер культового режиссера Дэвида Финчера. Основой сценария послужил одноименный роман шведского писателя Стига Ларсена. Главные роли исполнили Джеймс Бонд наших дней Дэниел Крейг и Руни Мара, которой эта роль принесла номинации на премии «Золотой глобус» и «Оскар». Фильм в прокате собрал $230 миллионов при бюджете в 90 миллионов. Рейтинг на IMDb сегодня составляет 7,8 балла. Офицер полиции Лос-Анджелеса работает в службе спасения. Он отвечает на звонок женщины, которая сообщает, что ее похитили. Эмили успевает сообщить только то, что похититель везет ее в белом фургоне. Джо передает это в дорожный патруль. Начинается сложная операция по спасению женщины, которая потянет за собой череду непредвиденных событий. «Виновный» – криминальный триллер режиссера Антуана Фукуа. Его фильм «Тренировочный день» имел большой зрительский успех. Фильм «Виновный» – это ремейк одноименного датского фильма 2018 года, который неожиданно для всех стал самым настоящим хитом. В новом проекте главную роль исполнил звездный Джейк Джилленхол. Также в фильме снялись не менее звездные Питер Сарсгард, Итан Хоук и Пол Дана. А еще в фильме снялась Райли Кио, внучка певца Элвиса Пресли и актриса Присциллы Пресли. Ее мама, кстати, даже какое-то время была замужем за Майклом Джексоном. Но это так, короткая ремарка. Действие этой истории разворачивается в наши дни в небольшом американском городке. Келлер Довер вместе с женой и детьми собирается отметить День Благодарения в доме близких друзей. Пока взрослые готовятся, подружки Анна и Джой играют во дворе. Но проходит время, а девочки не возвращаются. Родители понимают, что девочек похитили. Расследование дела полиции не дают результата. Тогда Келлер берет дело в свои руки, пока не стало слишком поздно. «Пленницы» – детективный триллер известного режиссера Дэни Вильнёва. Напомню, что 2 части «Дюны» были сняты именно им. Звездный актерский состав впечатляет. В него вошли Джейк Джилленхол, Хью Джекман, Виола Дэвис, Мария Белла, Терренс Ховард, Мелисса Лео и Пол Дана. История в целом жуткая и местами даже тяжелая. Фильм получил положительные зрительские отзывы, а Национальный совет кинокритиков включил его в список 10 лучших фильмов 2013 года. Рейтинг фильма на IMDb сегодня составляет 8,2 балла. На этом сегодня все. Смотрите и другие наши ролики, из которых вы узнаете о фильмах и сериалах, достойных вашего внимания. Наша идея делать ролики по рекомендациям подписчиков нашла отзывы у наших зрителей. Ты можешь предложить в комментарии название того фильма, который ты советуешь посмотреть, и мы обязательно включим его в ролик с упоминанием твоего ника. Не забудь указать год выпуска фильма. Всем пока-пока, услышимся!